Сегодня немного расскажу про мою гитару Harley Benton SC450 Plus Cherry Burst. И начну, как ни странно, с басухи. Дело в том, что когда я больше уже полугода назад себе заказал этот бас, была в том числе такая реакция, что зачем ты взял какой-то непонятный ноунейм, надо было брать нормальный бренд, что это за Harley Benton такой. И эта реакция понятна на самом деле. Дело все в том, что примерно за год до этого я себе приобрел вот эту вот гитару. И за этот год я, в общем, понял, оценил, что такое Harley Benton. И уже по прошествии этого времени целенаправленно пошел брать басуху именно Harley Benton. Но с этой гитарой было все, конечно, сложнее. Конечно, были сомнения, и на гитару я эту облизывался примерно полгода. Каждый, наверное, гитарист, он периодически присматривается там к какому-то оборудованию, к каким-то гитарам, поглядывает там, а вот что интересного там вышло. Но я всегда стараюсь при покупке вещи ответить себе на вопрос, а что она мне даст, что я смогу с ней сделать такого. И почему я это не могу делать сейчас с имеющимися у меня средствами. В покупке этой гитары, наверное, такой ключевой момент для меня был это скошенная пятка. То есть здесь конструкция перехода грифа в корпус сделан таким образом, что облегчен доступ к верхним ладам. У Gibson Les Paul и у его, так сказать, более-менее точных копий вот это место, вот как здесь продолжается такой прямой линией наверх, и уже, соответственно, после 15-го лада здесь начинается такое толстое место, и ладонь вот здесь вот упирается. До этого основным инструментом у меня была Yolana Diamant с большим количеством модификаций. О ней, может быть, как-нибудь в другой раз. Но суть в том, что у Yolana гриф вообще болченый. И хотя он здесь вот тонкий и удобный, но вот в районе 15-го лада выступает острая часть корпуса, которая, в общем, впивается в ладонь в верхних позициях. Это как держать сковородку тяжелую с короткой ручкой за край, когда вот полностью она рычагом упирается. И есть вообще такой вот канал на ютубе Wheels Easy Guitar. Там мужик, он сам гитарный мастер, он делает гитары. Он в одном из видео рассказывал, что вот эти конструкции традиционные на болтах, и как у Гибсона в оригинале, они, в общем, являются устаревшими. И производители гитар продолжают их использовать в основном из-за того, что гитаристы народ очень консервативный. Вот. Я, конечно, далеко не шредер, и, прямо скажем, довольно слаб на гитаре. Но даже для меня пресловутые подтяжки на 22-м ладу, понятно, что на этой гитаре значительно удобнее. В идеале, конечно, это место должно выглядеть вообще вот так. Но это уже гриф сквозь корпус. И у Gibson, например, есть сейчас модели XS, в которых вот это место прям очень классное. Но они стоят достаточно дорого. А то, что Harley Benton сделали вот такую вещь, это, я считаю, очень здорово. У Harley Benton есть достаточно интересная такая линия прогрессив гитар, которые тоже напоминают Les Paul, но они больше напоминают ESP-шный Les Paul. Но вот у них скошенной пятки нету. И это очень печально, потому что там есть, например, довольно интересная модель с Floyd Rose. Я бы, например, не против попробовать.
Но после скошенной пятки, в общем, не хочется переходить на обычную. Кто-то скажет, ну, многие вот играют на гитарах классической формы и ничего. Ну, конечно, играют, я тоже играю. Но зачем в данном случае как-то там хардкориться, если есть более удобные варианты? Как я уже сказал, я облизывался на эту гитару примерно полгода. Смотрел всякие разные ревью и на эту гитару, и на другие. В том числе не последнюю роль сыграли обзоры Хеннинга Поли на его канале HP42. Там очень много обзоров на разные модели Харли Бентон. Он в последнее время там начал сотрудничать с Томаном и даже какую-то там именную модель сделал. Заказывать первый раз было все равно немножко страшно. Но также я метался немножечко между разными моделями, разными расцветками. Ну, вот это, на мой взгляд, самая красивая. Это Cherry Burst расцветка и модель 450. Она стоит 160 евро. И у Harley Benton есть похожая модель с такой же формой, с такой же скошенной пяткой. SC550+, которая отличается другими звукоснимателями, и стрэп-локи идут в комплекте. Ну вот со стрэп-локами как раз была такая история, что на тот момент, когда я вот смотрел эти обзоры, там были репорты, в том числе от Хеннинга, что эти стрэп-локи не работают, которые идут с 550 моделью вместе. И вот меня это как-то смутило. Причем 550 модель, она стоит гораздо дороже, она уже 260, по-моему, евро. Это была в некотором роде такая лотерея, то есть я в первый раз тут решился на покупку Harley Benton. Я решил брать максимально все дешевое. Соответственно, купил к этой гитаре самые дешевые стрэп-локи, самый дешевый ремень Harley Benton, самый дешевый чехол Томан. И все это, в принципе, так и осталось. Вот, никакие апгрейды я здесь не делал. Что касается какой-то настройки, доводки гитары, то единственная вещь, что было сделано, это был проточен порожек под струны 1052. С завода, с магазина гитара идет со струнами 1046, и порожек был идеально подогнан под эти струны. Я хотел гитару настроить в ре и, соответственно, струны поставить 1052. И они застревали, в общем-то, в прорезях этого порожка. Поэтому порожек был проточен. Этим занимался Андрей Шульц, также известный как Brutal. Если кто не знает, загуглите Brutal Guitars Латвия. Парень здесь под Ригой делает замечательные гитары. И Brutal был, в общем, несколько удивлен тем, что с гитарой все нормально. То есть она там не кривая, не косая никакая, все с ней нормально. Что было несколько неожиданно, наверное, за такие деньги. Корпус гитары и гриф гитары сделаны из красного дерева, что бы это ни значило. В сортах там красного дерева я не разбираюсь. Кусков здесь несколько. Кленовый топ и палисандровая накладка. Палисандровая накладка была в то время. С Нового года там начался запрет экспорта палисандра из Европы. Топ кленовый. В одном из видео, которое я смотрел по этой гитаре,
Один мужик снимал звукосниматели и ковырял там в нише звукоснимателей ножичком. И пришел к выводу, что топ состоит из, собственно, кленового топа, видимо, из нескольких кусков, и сверху кленового же шпона. Ну, это сделано, видимо, для удешевления, насколько объясняют знающие люди, что целиковый топ кленовый такой красивый, это очень дорого. Вот, ну, мне, мягко говоря, все равно. Гитара очень красивая, как спереди, так и сзади. Гитара отличается от Gibson Les Paul по форме. В основном это заметно вот здесь сверху. То есть у Гибсона вот эта вот дуга, она как бы идет, заходит в гриф под прямым углом практически. И вот этот рог у Gibson Les Paul, он не такой острый. Косяки, насколько я понял по, опять же, многочисленным роликам в YouTube, косяки есть у любой гитары Harley Benton. В данном случае это в районе 7-го лада. Здесь потрескавшийся лак. Это не влияет никак на игру. Если бы это было вот здесь вот снизу, то, возможно, бы влияло. Но так как это сверху, это вижу только я. Издали это незаметно. Я расцениваю это как такую уникальную маркировку, скажем, на гитаре, по которой я могу ее отличить среди нескольких других таких же. Звукосниматели Wilkinson, хамбекеры без отсечки. Бридж, вот я смотрел одно видео, там человек жаловался, что тюноматик с какой-то проволочкой, там проходит проволочка. Зачем она там, я не знаю, но, в общем, он как-то вывел, что это признак дешевого бриджа. Понятно, что тут вся фурнитура дешевая, но здесь нет никакой проволочки сзади. Ни сзади, ни спереди. Я не помню, где там была эта проволочка. Ну, какой-то бридж в форме тюноматика. Какие-то колки классического вида. Они не локовые, они обычные. И они, в принципе, меня устраивают. Переключатель трехпозиционный. Ну, гнездо, естественно. Обычное гнездо. Что касается количества кусков, из которых сделан корпус и гриф, ну, я не эксперт, в общем, где-то, наверное, от меня можно скрыть какие-то переходы. Здесь видно, что посередине идет такая полоска, то есть посередине один кусочек, слева один кусок и справа один кусок. Что касается грифа, то голова грифа, она соединяется вот в этом месте. То есть вот этот вот кусок, он приклеен под углом, потому что голова грифа наклонена, и опять же для удешевления волокна при этом на голове идут вот так, а на грифе идут вот так. Тогда как на традиционной конструкции волокна на голове продолжают идти так же, как они шли на грифе, естественно, потому что нету этой склейки. И, как поговаривают злые языки, ну, эта голова при ударе может отломаться. То есть вот эта вот вклеенная система, она, в принципе, может придать прочности. Ну, на вид это не очень заметно. Я думаю, по мне понятно, что от факта того, что гитара сделана из нескольких кусков, а не из одного, я не сильно страдаю. Вклеенный гриф, окантовка белая. Что касается звука, кто-то говорит, что звучит очень похоже на Gibson, кто-то говорит, что совершенно ничего общего с Гибсоном.
Я могу сказать, звучит как электрогитара. Ну, на этом, наверное, и все. Спасибо, что смотрели. Счастливо.